Добрый день! Сегодня мы рассмотрим, какие бывают конденсаторы. Различают конденсаторы постоянной и переменной емкости, а также подстроечные конденсаторы. Конденсаторы, емкость которых нельзя изменять в процессе эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры, называются конденсаторами постоянной емкости. Это основной класс конденсаторов. Изменять свою емкость они могут только в течение срока службы, то есть со временем. Конденсаторы, емкость которых можно плавно изменять в процессе эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры, называют конденсаторами переменной емкости. Управление емкостью может осуществляться механически или электрическим напряжением, например, в вариконтах, варикапах. Применяются конденсаторы переменной емкости, например, в радиоприемниках для перестройки частоты резонансного контура. Конденсаторы, емкость которых изменяют только в процессе настройки радиоэлектронной аппаратуры, называют подстроечными конденсаторами. Их используют для подстройки и выравнивания начальных емкостей сопрягаемых контуров, а также для периодической подстройки и регулировки цепей схем, где требуется незначительное изменение емкости. А теперь рассмотрим конденсаторы постоянной емкости. Бумажные и металлобумажные конденсаторы. У бумажного конденсатора диэлектриком, разделяющим фольгированные обкладки, является специальная конденсаторная бумага. В электронике бумажные конденсаторы применяются в цепях низкой частоты. Бумажный конденсатор имеет небольшую механическую прочность, поэтому его начинку часто помещают в металлический корпус, служащий механической основой его конструкции. Хорошим качеством электрической изоляции и повышенной удельной емкостью обладают герметичные металлобумажные конденсаторы, у которых вместо фольги, как в бумажных конденсаторах, используется вакуумное напыление металла на бумажный диэлектрик. В слюдяных конденсаторах в качестве диэлектрика используется природный материал – слюда, который обладает высокой механической и электрической прочностью, а также относительно высокой диэлектрической проницаемостью. Слюдяные конденсаторы изготавливаются путем прокладывания между обкладками из фольги слюдяных пластин или наоборот, металлизации слюдяных пластин. Слюдяные конденсаторы находят применение в звуковоспроизводящих устройствах, фильтрах высокочастотных помех, генераторах и так далее. Керамические конденсаторы изготавливают в виде одной пластины или пачки пластин из специального керамического материала. Металлические электроды напыляют на пластины и соединяют с выводами конденсатора. Используемые керамические материалы могут иметь очень различные свойства. Разнообразие включает в себя прежде всего широкий диапазон значений относительной диэлектрической проницаемостью до десятков тысяч, и такая величина имеется только у керамических материалов. Столь высокое значение проницаемости позволяет производить многослойные керамические конденсаторы небольших размеров, емкость которых может конкурировать с емкостью электролитических конденсаторов, и при этом работающих с любой поляризацией и характеризующихся меньшими утечками. Керамические материалы характеризуются сложной и нелинейной зависимостью параметров от температуры, частоты и напряжения. Ввиду малого размера корпуса, данный вид конденсаторов имеет особую маркировку. В пленочных конденсаторах диэлектриком является пленка из пластика, например, полиэстер, полипропилен или поликарбонат. Электроды могут быть напыленными на эту пленку или изготовлены в виде отдельной металлической фольги, сматывающейся в рулон или спрессованной вместе с пленкой диэлектрика.
Современным материалом для пленки конденсаторов является полиэтиленсульфид. Общие свойства пленочных конденсаторов для всех видов диэлектриков. Работают исправно при большом токе. Имеют высокую прочность на растяжение. Имеют относительно небольшую емкость. Имеют минимальный ток утечки. Используются в резонансных цепях и РЦ-снабберах. Снаббер – это демпфирующее устройство, работающее в качестве фильтра низкой частоты, который выполняет действие по замыканию на себя тока переходного процесса. Отдельные виды пленки отличаются такими свойствами: температурными свойствами, в том числе со знаком температурного коэффициента емкости, который является отрицательным для полипропилена и полистирола и положительным для полиэстера и поликарбоната. Максимальной рабочей температурой до 125 градусов Цельсия для полиэстера и поликарбоната, до 100 градусов Цельсия для полипропилена и до 70 градусов Цельсия для полистирола. Устойчивостью к электрическому пробою и, следовательно, максимальным напряжением, которое можно приложить к определенной толщине пленки без пробоя. В конденсаторах с воздушным диэлектриком является воздух. Такие конденсаторы отлично работают на высоких частотах и часто выполняются как конденсаторы переменной емкости, которые используются для настройки, например, настройки на частоту в приемниках. Еще одна разновидность конденсаторов – это SMD-конденсаторы. Их также называют чип-конденсаторы. Это радиокомпоненты, которые предназначены для поверхностного монтажа. Типы этих безвыводных конденсаторов такие: керамические, пленочные, танталовые. SMD-конденсаторы имеют компактные габариты, стандартизированную форму корпуса и характеристики, во многом совпадающие со многослойными конденсаторами. Как я уже говорил, используются в печатных платах для поверхностного монтажа. А теперь рассмотрим, что же представляют из себя электролитические конденсаторы. Электролитические конденсаторы – это разновидность конденсаторов, в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла, где анод выполнен из металла, а катод представляет собой твердый, жидкий или гелевый электролит. Слой оксида на поверхности анода получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую однородность по толщине и диэлектрическим свойствам диэлектрика конденсатора. Технологическая легкость получения тонкой однородной пленки диэлектрика на большой площади электрода позволила наладить массовое производство дешевых конденсаторов с весьма высокими значениями показателей электрической емкости. Отличительной особенностью электролитических конденсаторов является их полярность, то есть плюс электролитического конденсатора должен быть подсоединен к плюсу на схеме, а минус к минусовой точке схемы. Включение конденсатора в электрическую цепь с обратной полярностью вызывает увеличение тока утечки, деградации параметров и даже может привести к взрыву конденсатора при достаточной мощности цепи. По этой причине их можно применять только в цепях, где полярность напряжения на конденсаторе неизменна, то есть с пульсирующим или постоянным напряжением. Для тех случаев, когда конденсатор должен стоять в цепи с изменяющейся полярностью напряжения, выпускаются специальные неполярные электролитические конденсаторы. Неполярные конденсаторы могут быть включены в цепь постоянного и пульсирующего тока без учета полярности, а также допускать смену полярности в процессе эксплуатации. Получить неполярный электролитический конденсатор можно путем последовательного соединения двух одинаковых полярных электролитов
полюсами друг к другу, плюс к плюсу или минус к минусу. В этом случае его емкость будет равна половине емкости одного полярного конденсатора, а номинальное напряжение останется неизменным. А теперь рассмотрим разновидности электролитических конденсаторов. Электролитические конденсаторы с жидким электролитом представляют собой поляризованные электролитические конденсаторы, анодный электрод которых, то есть плюс, изготовлен из чистой алюминиевой фольги с протравленной поверхностью. Алюминий образует очень тонкий изолирующий слой оксида алюминия путем анодирования, который действует как диэлектрик конденсатора. Жидкий электролит покрывает шероховатую поверхность оксидного слоя, в принципе служа вторым электродом, катодом, то есть минусом конденсатора. Вторая алюминиевая фольга, называемая катодной фольгой, контактирует с электролитом и служит электрическим соединением с отрицательной клеммой конденсатора. Электролитические конденсаторы с жидким электролитом имеют большую емкость и работают корректно только на низких частотах. Они характеризуются высоким соотношением емкости к размеру, то есть электролитические конденсаторы обычно имеют большие размеры, но конденсаторы другого типа с такой же емкостью и напряжением пробоя были бы гораздо больше по размеру. Также они характеризуются высокими токами утечки, имеют умеренно низкое сопротивление и индуктивность. Танталовые электролитические конденсаторы – это вид электролитических конденсаторов, в которых металлический электрод выполнен из тантала, а диэлектрический слой образован из пентаоксида тантала, тантал О5. В качестве электролита в танталовых конденсаторах используется диоксид марганца, марганец О2. Данный оксид является твердотельным полупроводниковым материалом. Для наилучшего контакта с выводом катода твердый электролит марганца 2 покрывают слоем графита, а на его поверхность наносит металл, обычно это серебро. Твердотельные танталовые конденсаторы по большинству параметров соответствуют требованиям к современным электронным устройствам. Они отличаются малыми габаритами, высокой удельной емкостью, надежностью при соблюдении правил на всех этапах их жизни и совместимостью с общепринятыми технологиями монтажа. Преимуществом является и то, что важный параметр конденсатора, эквивалентное последовательное сопротивление, с ростом частоты не возрастает, а в некоторых случаях даже уменьшается. Чтобы сократить число отказов и продлить рабочий период устройства, необходимо учитывать его индивидуальные особенности при изготовлении, хранении, монтаже и во время работы. Но танталовые конденсаторы также имеют и свои недостатки. Это постепенная деградация структуры, зависимость емкости от частоты. При частотах выше 150 кГц эти устройства вообще неэффективны из-за существенного уменьшения емкости. Низкая устойчивость к токам пульсации и перегреву, а также пожарная опасность. А в заключении рассмотрим полимерные конденсаторы. В отличие от обычных электролитических конденсаторов, современные твердотельные конденсаторы вместо оксидной пленки, используемой в качестве разделителя обкладок, имеют диэлектрик из полимера. Такой вид конденсатора не подвержен раздуванию и утечке заряда. Физические свойства полимера способствуют тому, что такие конденсаторы отличаются большими импульсными токами, низким эквивалентным сопротивлением и стабильным температурным коэффициентом даже при низких температурах. Полимерные конденсаторы могут заменять обычные электролитические или танталовые конденсаторы во многих схемах, например, фильтрах для импульсных блоков питания
или в преобразователях, а также во многих других схемах.